Во время съемки природного документального фильма в Карском море, в районе дрейфующих льдов к северу от Нового Уренгоя, экспедиционная команда заметила в одном из айсбергов абсолютно ровный геометрический контур. Он выглядел слишком правильным, чтобы быть природным образованием. Руководитель экспедиции, оператор по имени Лан Мурей, приказал ледоколу «Полярис» приблизиться и использовать дроны для обследования. Камеры подтвердили невероятно. Внутри айсберга был замерзший железнодорожный вагон явно дореволюционной эпохи. Понимая историческую значимость находки, Аллан начал процедуру извлечения. Ледяной массив подняли на усиленную платформу судна, где команда специалистов начала аккуратно снимать лед терморезами. После нескольких часов работы металлические двери стали доступны. На них сохранились следы старых висячих замков, полностью проржавевших от времени. С помощью плазменного резака вход наконец вскрыли. Когда Аллан осветил внутренность вагона, все присутствующие оцепенели. Внутри стояли деревянные транспортные ящики, покрытые сургучными печатями с двуглавым орлом Российской империи. На них стояли даты начала XX века и отметки одного из складских отделов Царского Села. Когда коробки открыли, внутри оказалась коллекция артефактов, считавшихся исчезнувшими со времен революции. Ювелирные изделия семьи Романовых, драгоценные камни, золотые слитки и несколько украшений, напоминавших стиль мастерской Фаберже. Некоторые предметы совпадали с описанием ценностей, вывезенных из Петрограда в феврале 1917 года, во время спешной эвакуации части императорских запасов. Историки, которых позже подключили к исследованию, пришли к выводу, что этот вагон – один из тех, что перевозили императорские ценности на восток страны, пытаясь спасти их от надвигающегося хаоса революции. Но состав попал в мощную снежную бурю в районе Ямало-Ненецкого округа, сошел с пути и оказался погребен лавиной, которая позже стала частью ледника. С годами лед дрейфовал на север, пока не откололся и не ушел в открытое море, ожидая момента, когда случайно будет найден съемочной группой спустя более века. Находка стала одним из самых необычных археологических открытий, сделанных в Арктике за всю историю наблюдений.